Всем привет, я Макс Асабин. Недавно я поучаствовал в интересном проекте, где я и еще несколько крутых художников сделали арты на разные заданные темы. Спасибо Илье с канала Exile Show, что пригласил, это был очень интересный опыт. А сегодня я хочу показать ускоренный процесс создания этого арта, попутно немного рассказав что-то интересное об этой работе. Ну а если вы хотите, чтобы я опубликовал не ускоренные полные видео, то, как всегда, ставьте лайки. И если это видео наберет 2000 лайков, то так уж и быть, я выложу его. Вся записанная часть работы в фотошопе, кстати, заняла 7 часов. Так что, если все-таки нужно будет выкладывать ее, придется заморочиться с монтажом. Ну там, вырезать тупники, неудачные части работы, которые я в итоге переделывал и так далее. Надеюсь, я смогу сократить его хотя бы до 5 часов. До того, как начать процесс манипуляции, я нарисовал набросок своей задумки. Выглядел он как-то так. Это, по сути, самый первый этап работы. А после рисованного наброска я долго искал и собирал необходимые материалы из бесплатных фотостоков и создавал уже черновую версию фотоманипуляции. Она нужна была, чтобы проверять на ней работоспособность найденных материалов. Ну, знаете, как они подходят по перспективе, освещению. Потому что если бы я это делал все в рамках записанного на видео процесса, то видео заняло бы не 7 часов, а все 9. Как видите, я заранее продумал то, как я поменяю внешний вид Ильи, но для изменения одежды мне было недостаточно того, как я перерисовал ее частью вручную, и наколенники и наплечники мне пришлось моделить и рендерить в 3D. Я даже немного покажу вам этот процесс. Показываю, конечно, очень бегло, потому что в 3D я пока что еще совсем новичок, и мою работу в этой сфере точно нельзя показывать как обучающий материал. Вообще, все эти предварительные этапы, что я описал, происходили до того основного процесса, что вы видите сейчас, хотя заняли по времени они примерно столько же, около 5 часов на черновик и поиск материалов, и около 2-3 часов на работу в 3D. Кстати, про одежду. Судя по реакции Ильи из видео, он изначально ожидал, что я полностью облачу его в какой-то другой костюм. Но я, если честно, не приверженец таких кардинальных изменений, и мне не очень хотелось потерять качество и аккуратность светотеневого рисунка оригинальной фотографии. Поэтому, помимо 3D вставок, я лишь аккуратно вручную перерисовал некоторые детали. Изменил пошив рукавов, заузил штанцы, сделав из этого некое подобие сапогов, и добавил ворот. А вот форму скалы я продумывал, передумывал, менял, переделывал очень-очень-очень много раз. Я собрал достаточно много кусков исходников с камнями и скалами, но до конца не мог определиться, какую форму я им хочу придать. Если честно, даже то, что я сделал с ними в итоге, мне не кажется идеальным. Кстати, как вы могли заметить, я зеркалил исходное фото, но должен сказать, что зеркалить людей это не очень хорошо, потому что наши лица несимметричны, и внешность человека может восприниматься совсем иначе в зеркальном виде. Но конкретно на этой фотографии в профиль я решил, что это не сильно заметно, а все-таки развернуть динамику картинки вправо мне было гораздо важнее. Хоть я и не смог найти идеальную для себя форму острых скал, но мне однозначно нравится то, как вышел пейзаж позади них. Даже на этом этапе, когда я проработал только луну и свет, пробивающийся сквозь облака среди гор. Модельку замка в японском стиле я, кстати, взял из бесплатных источников и отрендерил в нужных мне условиях с нужным ракурсом. Для того, чтобы ближний план рядом с персонажем не выглядел совсем пустыми дикими скалами, я решил добавить вот такие столбцы. Не то чтобы это что-то очень сложное, но их я тоже решил смоделить в 3D. Изначально я хотел пустить их еще и на самый передний план в размытом виде, чтобы добавить глубины, но в итоге решил занять этот угол размытыми камнями. А вдалеке я просто нарисовал их маленькие копии вручную, как и все эти детали, вроде орлиной скалы, костра с дымом и освещения в замке, делающих атмосферу и сеттинг работы более проработанными. К этому моменту фон уже был готов почти полностью, и для его завершения осталось лишь добавить рефлексы и засветы от луны. Только ближе к концу я наконец дошел до прорисовки своего любимого контурного света и магии, оставил на десерт, так сказать. Но стоит отдать должное, исходники Илья отснял невероятно крутые, и часть необходимого мне света уже имелась на фото. А вот с теплым светом из пещеры мне пришлось помучиться. Если сам вход в пещеру мне дался более-менее легко, только посмотрите, какие там клевые клыки получились, то свет, исходящий изнутри, не очень хорошо ложился на часть скалы справа. Долго я возился с кривыми здесь и в итоге более-менее добился того, что хотел, хотя опять же не идеально. Конечно же, не обошлось и без моей любимой дымки повсюду. И воронов. Сколько у меня там было работ с воронами до этого? Сходу вспоминается 2, 3, 4. А вот исходников воронов для этой работы мне понадобилось аж 9 штук. К этому моменту у меня уже наступило утро, и, честно говоря, обтравливать и прорабатывать всех воронов было уже достаточно тяжело. Но детальность работы стоила того.
Вообще изначально я думал, что буду делать упор на свою фишку, прорисованную магию, но в итоге в работе накопилось столько мелких деталей, что я решил не делать сильно большой акцент на магическое свечение. Да и, честно говоря, проект к этому моменту уже знатно подтормаживал. Да, я не говорил, я делаю эту работу в размере 8К. Я не очень часто работаю с таким разрешением, и уж точно ни разу не делал работы таких размеров настолько детализированными, но это был явно очень полезный опыт для меня. Надеюсь, и вам эта работа пришлась по вкусу. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, ставьте лайки, если вам понравилось, или если вы просто хотите, чтобы я вывалил вам 5-6 часовую версию. Ну и всем пока!